Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами мастер ФИДе, мастер спорта Украины Пунин Андрей. И в этом видео я расскажу о том, какие есть стили игры у шахматистов, также как пользоваться новыми функциями ChessBase. И мы попробуем установить, исходя из этих новых функций ChessBase, какой стиль игры у каждого из чемпионов мира. Начнем с первого вида игроков. Всего 4 возможных соединения стиля, а также пятая возможность — это игрок одинаково хорош во всем и не специализируется ни на одном из компонентов игры. Это случается достаточно редко, но в данном случае также есть проблема, поскольку если игрок неплохо, например, разбирается в эндшпиле, а соперник замечательно разбирается, то если будет возникать позиция эндшпильного типа, то соперник вас будет переигрывать. Итак, POS обозначает позиционный. Далее вторая характеристика интуиция, calculation, счет вариантов. Поэтому есть два вида позиционных шахматистов: позиционные на интуиции, позиционные на счете вариантов. Точно так же распределяются атакующие игроки, атакующие на интуиции и атакующие на счете вариантов. Безусловно, есть и универсальные. Как я уже сказал, у каждой из характеристик есть плюсы, есть и минусы. Позиционные шахматисты могут теряться в острых позициях. С другой стороны, позиционные шахматисты аккуратно ставят фигуры, борются за поля, накапливают маленькие преимущества. То же самое касается второй характеристики. Интуитивные шахматисты расставляют фигурки очень хорошо, у них гармония, у них хорошие переходы с одной стадии партии в другую, все гармонично. Но, с другой стороны, пропускаются возможности, скажем, профилактики, а также выгодных для себя позиционных трансформаций, поскольку счет вариантов недостаточно хороший, моменты пропускаются. Счетные же шахматисты, наоборот, они считают варианты в любой позиции, даже в которой надо сделать ход рукой. Поэтому, конечно же, стиль имеет значение, и, исходя из плюсов и минусов стиля любого шахматиста, к нему можно подготовиться. Начнем с того, что хорошие тренера, если рассмотрят достаточное количество партий, 10-15 любого игрока, они начнут замечать особенности стиля игры. И при подготовке, безусловно, это можно использовать. Смотрите мои видео, где я рассказывал по поводу подготовки за белых, подготовки за черных и разные результаты, разные стратегии на партию, начиная с дебюта. Все это известно, но когда появился ChessBase 18, сейчас новая версия ChessBase почему-то 26 сразу, наверное, в честь 26 года, то он может выдавать следующие характеристики. Сразу же начнем с Ласкера. И мы видим следующие характеристики. Там есть еще дополнительные, но мы сосредоточимся именно на основных. Скор нам не интересует, это процент очков. Если много слабых соперников, естественно, он будет намного выше 50%. Если равные оппоненты, то близко к 50%. Поэтому сосредоточимся на оставшихся позициях. А именно, Decided Games — это партии, которые заканчиваются результативно. В принципе, для эпохи Ласкера 112% — это нормально. Сразу же, что обозначают проценты для всех остальных характеристик. Игрока сравнивают с универсальным игроком. Именно игрока такого стиля, который всего умеет по чуть-чуть. То есть у универсального игрока все будет 50%. И, безусловно, это невозможно, но с таким игроком нужно делать сравнение. Проценты могут быть от 0 до 100 и даже более 100, если какая-то из характеристик игрока выражена особо ярко. Теперь оставшиеся характеристики. Theory — это сравнение с дебютной книгой и обозначает, насколько хорошо человек выходит из дебюта. Если данная характеристика меньше 50%, это может быть не так плохо, поскольку выбран специально такой дебют, чтобы запутать соперника. Если характеристика около 100%, и мы увидим таких игроков, как Ласкер, Капабланк, откуда у них может быть такой дебют? Ну, дело в том, что можно разыгрывать позиционные ветки, где интуитивно расставлять фигуры на достаточно хорошие позиции, и, в принципе, вы нормально выйдете из дебюта. Вот если говорить, например, про Ласкера, он черными играл, вариант Ласкера в ферзевом гамбите, там очень сложно запутаться, и много у него подобных достаточно прочных дебютов. Далее, 13, очень важная характеристика.
это устойчивость. Если устойчивость стремится к нулю, то реализация выигранных позиций будет слабой, а также, если вы попадаете в тяжелую позицию, вы, скорее всего, развалитесь в несколько ходов. 13-50% это уже очень хорошо. Следующая характеристика — агрессивность. Она связана с умением атаковать короля, ну и создавать другие виды инициативы. Безусловно, эта характеристика, если более 50%, обозначает, что, скорее всего, стиль игры атакующий. Риск. Это интереснее. То есть мы делаем хода, которые являются объективно рискованными, и этот риск может быть как позиционный, например, вы создаете слабое поле, так и тактический, вы ставите что-то под бой. И, безусловно, для шахматистов, у которых очень высокий уровень риска, чаще всего они будут атакующими игроками, но это не обязательно, как увидим на следующих примерах. Positional play — это основа позиционного игрока. Характеристика выше 50% показывает то, что этот игрок обычно играет от того, что досматривает слабые поля, преимущество двух слонов. Ну, все, о чем нам рассказывал первый чемпион мира Стейнец. И, наконец, Endgame Affinity — умение разыгрывать эндшпиль. Иногда у игроков, если он слишком рано оканчивает партию, это будет стремиться к нулю. Это не обозначает, что он плохо играет эндшпиль, это значит, что статистика такая. С другой стороны, если эндшпиль намного больше 50%, это обозначает, что соперник не против разыгрывать эндшпиль, и он делает это хорошо, он понимает, что в эндшпиле надо считать много вариантов. Поэтому данная характеристика обычно, как и positional play, высокая у позиционных игроков. Ну, теперь, когда мы разобрали теорию, начнем с Ласкера. Почему с Ласкера? Потому что этот игрок является первым универсальным чемпионом мира. Обратите внимание на характеристики. Итак, tenacity высокая и риск высокий. И это как раз те характеристики, которые ближе не к шахматным умениям, а к психофизиологии. А именно, выносливость высокая, значит, что вы можете играть плохие позиции, также вы можете играть длинные партии и, в принципе, переносите напряжение. Риск же экстремально высокий, вы мало увидите чемпионов мира и вообще игроков, у которых такой уровень риска, и риск, конечно, был связан психологически. Факторами мы знаем, что Ласкер очень хорош был в психологии, он просто подстраивался под игрока, поэтому его универсальность дает нам возможность играть хорошо именно против игроков, у которых есть явные слабости. Например, если взять Тараша, то Тараш, он очень хорош как раз в позиционной игре, но проблема Тараша, как последователь Стейнеца, что они не очень понимали, что такое динамическая стратегия. И, исходя из этого, Ласкер шел в позиции, которые объективно статически плохи, но с возможностью создания динамики. Вспомним хотя бы партию Староша, где он сыграл ладья Е5, и ладья по пятой линии гуляла, пешки атаковали эту ладью, создались возможности до контрудара, и Ласкер нанес этот контрудар и победил. Например, Яновский. Яновский любитель играть метальшпиль, но он говорил, что эндшпиль ненавидит. В принципе, я проверил. У Яновского здесь стоит 0% в эндшпиле, что очень хорошо показывает, что данная система работает. И Ласкер просто переводил все партии в эндшпиль, Яновский в эндшпиле ничего не мог сделать, все партии проигрывал. Поэтому в данном тир-листе, безусловно, Ласкер идет в универсальную категорию. Следующий Стейнец. И тут как раз, почему начали с Ласкера, вас может шокировать эти статистики, но попытаюсь их объяснить. Безусловно, Стейнец инноватор в дебюте, поэтому дебют выше среднего, и инноватор в позиционной игре, поэтому позиционная игра на высоком уровне. Но может сразу возникнуть вопросы. Высокая агрессия, невероятный риск. Почему так? Ну, дело в том, что сложно сравнивать Стейнеца с современным шахматистом. И в целом сила игры Стейнеца — это современный мастер, он на гроссмейстера, будем откровенны, не потянул бы. И также обратите внимание, да, я забыл, мы берем характеристику, когда данный чемпион мира попадал в топ-5
по рейтингу. Если рейтинга не было, то есть исторический рейтинг. Я использовал специально, проверял для каждого из чемпионов и период для следующий. Для Ласкера 1889-1925 года. Для Стейница. Он, конечно, был топ-1 уже в 70-х годах, но он много не играл, поэтому я взял с 1882 года по 1898. Последний турнир Стейниц провалил. Я провальные турниры не учитывал. Ну, на самом деле, один турнир сильно на данную статистику влиять не будет. Так вот, откуда риск 218%? Это, несмотря на то, что вот Стейница, как у отца позиционной игры, было позиционное понимание, но некоторые факторы он учитывал неверно. Например, он играл венский вариант с ходом король Е2 и говорил, что король — это самодостаточная фигура, которая может за себя постоять в метальшпиле. Безусловно, с точки зрения движка и современного шахматиста неверные постулаты выглядят смешно, и за счет этого такой риск. Но, тем не менее, безусловно, поскольку Стейниц характеризуется позиционной игрой, также у него есть определенная агрессия, достаточная выносливость, несмотря на столь почтенный возраст для шахматиста. Все это говорит о том, что он позиционный и счетный. Поэтому, несмотря на то, что счет у него достаточно плохой, позиционная игра также достаточно плохая для современности, мы, безусловно, его ставим в данную категорию позиционной счетной. Следующий чемпион мира Капабланка, ну и, в принципе, это отец позиционной игры. Тут все характеристики налицо, а именно риск 0%, мы увидим это неоднократно. Агрессия 11%, также цифра может меняться. Берем период времени с 1909 по 1937 год. Средняя устойчивость. Теория 113%, как раз за счет того, что я говорил. Это позиционные дебюты, ферзевые гамбиты, где ставятся фигуры на интуитивно понятные поля, и проиграть белыми очень сложно. Ну и, конечно же, главные характеристики — позиционная игра и игра в эндшпиле. Надо отметить, что когда мы берем данный период времени, характеристики могут меняться. И вот, например, я проследил период между чемпионством Капабланки и потерей титула с 1921 года по 1927 году. У него фактически не возникали окончания, и Алехин это заметил и использовал это против Капабланки, переходил в сложные окончания и за счет этого побеждал, что в очередной раз говорит нам о пользе данной методики. Ну и поскольку мы не видим явных динамичных факторов, и это факт, что мелкая тактика — это чем был хорош Капабланка, реализация преимущества с помощью позиционных трансформаций, но это несложный счет вариантов, и это характерно для подобных техников. Поэтому, безусловно, в стиле игры Капабланки здесь прослеживается очень хорошо, позиционный, интуитивный. И мы увидим много таких чемпионов мира. Вы можете поставить видео на паузу и сразу же спрогнозировать, кто будет в этой же категории. Следующий чемпион мира — Александр Алехин. И здесь нужно отметить интересную вещь, что я здесь сомневался, куда его отнести, но все-таки он больше агрессор. Мы видим, агрессия 54%, несмотря на то, что позиционная игра 52% и эндшпиль 29%, но вот главные показатели — это теория 112%, то есть здесь, в отличие от Капабланки, он шел на принципиальной линии, и устойчивость 13,79%. То есть он мог очень хорошо считать варианты. Это показатель этого качества, поэтому его нельзя отнести в позиционные игроки, хотя он действительно мог это делать, и вот именно матч у Капабланки он выиграл из-за того, что я проследил эту трансформацию приблизительно за несколько лет до матча отказался от своей сверхагрессии и риска и перешел на более позиционные шахматы. И Капабланка к этому не был готов. Он думал, что Алехин будет на него прыгать и дарить очки на контратаке. Этого не случилось, и Алехин с помощью высокой характеристики tenacity взял Капабланку на Удмурт, стал чемпионом мира. Но надо отметить, что
Данный стиль игры дает возможность подстраиваться все-таки под соперников. То есть частично Алехин, безусловно, был универсалом, потому что, например, Боголюбова сильная агрессия, высокий риск. Естественно, Алехин, во-первых, его не выпускал из дебюта. Я пересмотрел партии этого матча. Фактически каждая вторая партия зачетных Боголюбова не выхода из дебюта. И играл в более позиционном стиле и ловил Боголюбова. Потому что у Боголюбова и тенасити ниже, поэтому возраст у него выше был. Боголюбов был легким соперником. Ну, против Эйви оказалось, что дебютная теория Алехина недостаточно высокая, поэтому в первом матче это сыграло роль. Во втором матче Алехин все-таки сделал работу над ошибками и все-таки смог победить и оставался непобедимым до смерти. Мы рассматриваем период с 1914 года, когда он вместе с Немцовичем выиграли чемпионат Российской империи. И до 43 года, когда фактически последний нормальный турнир, последние годы он играл в Испании, Португалии против местных мастеров. В принципе, опять-таки, такое малое количество партий не интересует, но я пытался делать так, чтобы помехи для определения стиля были минимальными. Поэтому Алехин, конечно, может находиться тут, но, безусловно, он более интересен как первый атакующий счетный игрок. Следующий на очереди у нас Эйви. И вот здесь очень интересная вещь. Когда я увидел данную характеристику с 1928 года по 1946, мне стало понятно, что, безусловно, это позиционный игрок. Ну, возможно, эти характеристики показывают, да, что у него очень высокий дебют, но он является, возможно, универсальным игроком. Нонсенс, безусловно. И тут я решил провести еще одну манипуляцию. А именно, я решил отбросить партии против слабых игроков в местных турнирах. Оставил только хорошие турниры. И 598 партий превратились в 315. И здесь мы уже видим более четкую характеристику. Именно Эйви, безусловно, это последователь Стейница. Он писал книгу еще до того, как стал знаменитым, поэтому позиционная игра и игра в эндшпиле у него выше 60%. Безусловно, Эйви — это дебют, на него работали местные мастера, и это первый игрок, который систематизировал фактически шахматы, сделал их профессиональными, несмотря на то, что он был профессором математики и играл в основном в местных турнирах. Также видим, что все эти характеристики — агрессия, риск — неплохие, и устойчивость также неплоха против сильных игроков. Еще раз повторюсь, что это 1941 год. Начиная с 1947 года он перестал быть интересным как игрок. Он просто все начал проваливать. Ну, очевидно, причины. Здесь все достаточно просто. Эйви идет в позиционные счетные игроки, как ученик фактически Стейница. Следующий игрок у нас... Патриарх Михаил Ботвинник. Ну и здесь интересная вещь, поскольку, когда вы посмотрите на данные характеристики, можете посчитать, что в отличие от Эйви показатели агрессия и риск достаточно низкие. Да, естественно, позиционная эндшпильная игра, что Ботвинник ближе к Капабланке. Но тут надо обратить внимание на теорию, и она, безусловно, очень высокая, поскольку Ботвинник разработал множество дебютных схем, и на устойчивость. Вот этот показатель также характеризует динамичного игрока, поскольку Ботвинник очень хорошо и реализовал перевес, и, согласно моим расчетам с антипешком, он один из лучших защитников в истории шахмат. Его невероятно сложно было обыграть, об этом говорит данная характеристика. Поэтому, безусловно, Ботвинник и позиционный, и счетный. Несмотря на то, что Ботвинник говорил: "Ой, я тут просчитался в своих книгах, и я ничего посчитать не могу". Да, были, конечно, такие проблемы у него, но, безусловно, он, как и Эйви, счетный позиционный игрок. Следующий у нас это... Смыслов. Ну и Смыслов, опять-таки, просто продолжение Капабланки. Здесь период времени 1944-1961. Смыслов достаточно быстро выбыл из топ-5
И несмотря на то, что он делал камбэк даже в 63 года, играл финальный матч претендентов против Гарри Каспарова, это не имеет значения. Он был игроком первой десятки, может быть, первой двадцатки все это время. Но благодаря своему стилю игры, безусловно, можно играть до высоких лет, поскольку все строится на позиционной игре. Обратите внимание, теория не очень хорошая, около 50%, поскольку он выбирал схематичные дебюты. И показатель агрессии присутствует, безусловно, в отличие от Капабланки. И как мы увидим у следующих чемпионов мира, эндшпиль — это естественное продолжение игры Смыслова, но ничего выдающегося на самом деле в эндшпиле он не демонстрировал. Развенчиваем очередной миф. Далее будет развенчание мифа о Петросяне. Поэтому Смыслов, конечно, является продолжением Капабланки, но с несколько другими особенностями стиля игры. Гармония превыше всего. Следующий — Таль. И вот сразу вы заметите, что тут два Таля. Поскольку это уникальный случай, я баловался с другими чемпионами мира, но ни у кого не нашел такого. Итак, первый период Михаила Таля, 1958-1968. Да, забавная вещь. В 1957 году он выиграл первый свой чемпионат СССР, но, тем не менее, проблема оказалась в том, что этого недостаточно, чтобы попасть в топ-5, а согласно моей методике, я рассматривал именно такие периоды карьеры. И здесь мы видим очень редкий стиль игры, безусловно, уникальный. Причем, если уменьшить этот период, поставить мне 68-й, 67-й, 66-й, 65-й, фактор риска будет все выше, выше, и на малых участках он будет зашкаливать не 74, а значительно больше 100%. Высокая агрессия. Да, другие характеристики — это процент результативных партий, безусловно, он будет очень высокий. И все это нам говорит о том, что это уникальный стиль игры, и это единственный чемпион мира, который стал чемпионом, будучи атакующим и интуитивным, поскольку как раз агрессия его следует из атакующей игры, временные долгосрочные жертвы фигур, пешек. Но под влиянием других шахматистов, которые научились бороться с его стилем игры, ему посреди карьеры пришлось перестроиться. И мы сейчас видим Таля с 1969 года по 1980 и совершенно другой игрок. Обратите внимание, риск значительно уменьшился. Ну и, в принципе, агрессия также уменьшилась, зато выросла позиционная игра. В принципе, благодаря этому в 1979 году он выиграл турнир претендентов и стал вторым рейтингом в мире после Карпова, что, безусловно, замечательный камбэк, учитывая его огромные проблемы со здоровьем. Ну и здесь можно их заметить. Стойкость у Таля была на низком уровне. Так что неожиданно Таль имеет два стиля игры, и данный стиль, безусловно, позиционный, счетный. Поэтому это вторая часть карьеры Таля. Вот так вот бывает с стилями подобных игроков. Ну и теперь на очереди Петросян. И вы сразу же видите фантастические цифры, а именно риск, агрессия и устойчивость на нуле. И вот это разрушение очередного мифа. Петросян — лучший защитник. Почему Петросян проигрывал очень редко? Во-первых, достаточно дебютная подготовка. Во-вторых, видим очень малое число результативных партий. Это следствие того, что все свелось к позиционной игре. Ну и если эндшпиль, то неплохо. В эндшпиле Петросян также разбирается. Это также говорит нам о том, что матч Петросян-Ботвинник самый точный с точки зрения Петросяна во всем периоде советских шахмат, матчей на первенство мира, поскольку Петросян все менял и в эндшпиле выкатывал Ботвинника. То, что стойкость ему не понадобилось, это очевидно, Ботвинник уже был в возрасте, и это уникальный, безусловно, стиль игры. Вы редко такое увидите, поскольку игрок на самом деле хорошо считал варианты. Вот в этом парадокс, и он как только видит какую-то агрессию от соперника,
он использует профилактику вместо того, чтобы делать что-то другое. Не было вообще никакой принципиальности в его игре. Видит профилактику, делает профилактику. И в результате это ведет к тому, что продолжение позиционного, интуитивного стиля игры, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, считать варианты он мог, но он избегал этого, чем, в принципе, воспользовался следующий чемпион мира. Борис Васильевич Спасский. Я записываю это видео в 2025 году. К сожалению, Бориса Васильевича в этом году, в начале года, не стало. Но также надо отметить, что, к сожалению, с его оригинальным стилем игры он продержался недолго. 1959 год, 1974 год. В топ-5, еще раз повторюсь, если сравнивать с Талем, Таль с 1958 по 1980, Петросян с 1955 по 1978. То есть это очень мало. Все знают Бориса Васильевича как универсального шахматиста, эти статистики показывают. Да, может быть, позиционно он был неплох, но видим, что Tenacity подводит, то есть он не очень четный, но, с другой стороны, он мог быть агрессивным, он играл королевский гамбит, и он мог рисковать. Знаем его тренера Товаша, и который приучил ему риск с первых успехов. Ну, конечно, высокий уровень теории, поэтому, безусловно, Спасский был универсальным шахматистом. Но очень мало таких игроков, у которых могут быть подобные характеристики. Но в этом и проблема, поскольку можно быть универсальным, но следующий чемпион мира будет намного лучше в определенных областях, и Борису Васильевичу просто невозможно было справиться против Фишера. Поскольку, обратите внимание, это убийственные характеристики, но, тем не менее, эти убийственные характеристики для всего 357 партий с периода с 1962 года, когда Фишер выиграл турнир претендентов, до 1972 года, после чего он ушел в шахмат. И видим основные характеристики. Агрессия, риск больше 60%, плюс ужасающая устойчивость. Процент партий, которые завершились результативно, впечатляет, поскольку фактически все это вынос под ноль, и 96% невидимые числа. И теория 123%, поскольку Фишер без компьютеров делал просто невероятные вещи в Найдорфе, в стародийской защите и в других принципиальных дебютах за белых. Так что, против такого шторма справиться невозможно, но такой стиль игры может показаться сложно удерживать. Убедимся ли в обратном через какое-то время, но, безусловно, Фишер был атакующим счетным игроком. Да, можно его, конечно, поставить сюда, универсальные, но именно в этих категориях давление на соперника он был очень хорош, и современники ничего не смогли с этим сделать. Безусловно, жаль, что Карпов ни разу не сыграл с Фишером, но особенность стиля Карпова была противоположная. Агрессия, риск нулевая, похоже на Капабланку, похоже на Смыслова, но есть определенная стойкость. Если сравнивать с Петросяном, безусловно, Карпова сложно было в его лучшие годы обыгрывать, и за счет этого он много лет оставался вторым номером рейтинга. В целом тут рассматривается его карьера с 71 по 98 год и невероятное количество партий, 1694, больше, чем у любого из чемпионов рассматривают до этого. Вот такими стали профессиональные шахматы. Поскольку мы видели похожие стили игры, теория достаточно высокая, все-таки весь Советский Союз работал на Карпова, позиционные дебюты, очень сложно его пробить. И если даже доживешь до эндшпиля, очень сильная техника в эндшпиле. Да, конечно, фактор устойчивости подводил Карпова, он не является каким-то физическим великаном, как были некоторые другие чемпионы мира, но этого было достаточно, чтобы быть вторым в мире. И, безусловно, стиль игры позиционный и интуитивный, несмотря на то, что, опять-таки, хорошее профилактическое мышление, но Карпов ленился идти в явное осложнение и является фактически продолжением линии Капабланки.
Далее Каспаров. И вот Каспаров — это, конечно, уникальный чемпион мира, величайший в истории. Статистика об этом говорит, поскольку в таком стиле игры играть на протяжении фактически 25 лет, с 1979 года до 2005 года, из них около 20 лет быть первым в мире, даже после потери звания чемпиона мира, безусловно. Каспаров был первым рейтингом с отрывом. И здесь мы видим то, что невозможно поверить. Ну, безусловно, Каспаров — это динамика. Это Найдерф, это сторандийская защита Грюнфельда, это принципиально Е4 за белых, шотландская партия и другие дебюты. Поэтому и агрессия, и риск высокий. Но риск умерен, поскольку риск исходит из того, что дебюты рискованные. Агрессия исходит от того, что начинается глубокий счет вариантов. Но при этом, удивительно, позиционная игра также на высоком уровне, поскольку Каспаров был хорош в всем. И вот самый большой шок — эндшпиль. 142%. Давайте сравним с Фишером. В данном случае видим, что похожие характеристики агрессии и риска, но эндшпиль низкий. Почему? Компьютеры появились, и в целом уровень защиты соперников был намного выше, чем у соперника Фишера. Кто из соперника Фишера реально мог хорошо посчитать варианты? Петросян испытывал сложности, Спасский вообще не был готов к такому натиску. Поэтому не было конкуренции. У Каспарова была серьезная конкуренция, он 25 лет остался на вершине. Поэтому также, конечно, надо отметить теорию. Она могла быть намного больше 100%, но надо озадачить соперника в дебюте, поэтому играем агрессивные ветки всегда. И Каспаров последний на данный момент представитель категории атакующие счетные. Неизвестно, перешел бы Каспаров в более позиционную категорию, если бы он продолжил играть в шахматы после 40 лет. Скорее всего, тоже, как у Таля, училась бы определенная трансформация стиля, но имеем, что имеем. И следующий чемпион мира. Владимир Крамник. Ну и здесь также несложно догадаться по характеристикам, что высокая позиционная игра, неожиданно средний эндшпиль. Ну, надо отметить, что берлинский эндшпиль, он и не является эндшпилем, это миттельшпиль без фигур, просто в спокойной препозиционной игре. Фактор агрессии, риска и устойчивости высокий, может быть удивительно, почему теория 73% такая низкая, учитывая то, что фактически Крамник ввел в игру все современные дебюты, берлинская защита, ферзевый гамбит, защита Немцовича за черных. Все это стало модным благодаря нему. Затем русская партия также. Поэтому, безусловно, Крамник имеет большое влияние на дебютную теорию, и исходя из этих факторов, то, что кроме позиционной игры много динамических факторов, Крамник идет в категорию над позиционные счетные игроки. Ну, поставим Талю конец данной категории, поскольку он уже так играл не в качестве чемпиона мира. Следующий на очереди Вишванатан Ананд. И здесь удивительная вещь. Поскольку стиль игры, казалось бы, счетный должен быть, риск, очевидно, высокий, 64%. Хорошая теория, не зря Халифман писал книги «Дебют белыми» по Ананду, как и в случае Крамника. Но очень странная вещь. Средний уровень позиционной игры, достаточно высокий уровень эндшпиля. Поэтому она, казалось бы, по характеристике гроссмейстера Ларса Бохансена должен быть агрессором, то есть интуитивный игрок агрессивного сквада. Но весь этот период времени, 1992-2015 год, Ананд из своей первоначальной агрессии понял, что нужно подстраиваться под соперника. Как раз за счет риска он обыграл Крамника. Можете посмотреть партии, где он разыгрывал черными славянскую защиту. Миранский вариант и шел на объективно рискованную позицию, но считал варианты крайне качественные, победил в двух решающих партий черным цветом, одну из которых комбинацию вы наверняка все знаете. Против Топалова же было другое. Топалова переигрывал позиционно. Но вот с Гельфандом было примерно то же самое. То есть Гельфанд, безусловно, позиционный активный игрок. Но здесь Ананд как раз использовал свои характеристики
дебютной подготовки, счета вариантов, и в нужный момент одну единственную партию в Rapid выиграл в эндшпиле и сохранил свое звание. Ну, против Магнуса не получилось, поскольку Магнус значительно переигрывает Тенанда в характеристике устойчивости и игры в эндшпиле, несмотря на то, что возраст другой. Поэтому вы уже наверняка поняли, что данные характеристики не атакующего игрока, а универсального игрока. Поэтому Тенанд отправляется в универсальные игроки. И следующий Магнус. Магнус, безусловно, здесь очень легко определяется. Игра в эндшпиле 92%, не рекордная, но tenacity, устойчивость 79% обозначает, что, во-первых, его невероятно сложно переиграть, а во-вторых, он будет играть часами любую позицию. Поэтому из-за того, что здесь берется период с 2008 по 2025 год, эти характеристики будут видны за 1000 партий невероятно высоко. Далее можете сказать, что это теория. Ну, теория Магнуса нормальная. В современных шахматах нужно выйти из дебюта на борьбу, и вы не можете взять и на высоких шахматах заучить какой-то вариант и выиграть. Поэтому приходится хитрить. Магнус иногда может проявить агрессию, играть рискованно, но мы обсуждаем партию в классику, поэтому это случается редко. Поэтому, безусловно, за счет высокой характеристики tenacity и того, что он может все-таки иногда менять свой стиль игры на более агрессивный, Магнус отправляется в позиционные счетные игроки. Ну и на очереди два чемпиона мира, которые, в принципе, скажем, не такие доминирующие, как все чемпионы мира до этого, поскольку оба ни разу не были первым номером рейтинга. Эпоха Магнуса продолжается. День рождения. Но тут, к сожалению, период не очень, поскольку много партий из Китая, много партий после чемпионата мира. Но я пробовал изменить период, ставить не 2017, 16, 15, и характеристика стиля была одна и та же. А именно, очень высокая теория, высокая устойчивость. И вот как раз из-за того, что эта характеристика у него упала в последние годы, он просто провалился. Поскольку если ваша лучшая характеристика отказывает, то что вы можете делать? Я так понимаю, что переделывать свой стиль игры День Жень уже не будет, и, скорее всего, он завершил карьеру в классические шахматы. После поражения в матче уже прошел год. Он не сыграл ни одну партию в классику, время от времени играет в китайские рапиды. Так что минимальная агрессия, риск и невероятные характеристики позиционной игры и перехода в эндшпиль. Ну, это все следствие современной компьютерной подготовки. Вы можете реально построить свой дебютный репертуар так, что будете каждую партию начинать в эндшпиле и будете все эти эндшпиля знать до малейших деталей, и вас очень сложно будет обыгрывать. Ну, безусловно, у Динго не было ни одного шанса в матчах против Магнуса Карлсена, но ему повезло, что ему попался игрок, который имеет как раз тот стиль игры, который можно обыгрывать с помощью таких характеристик, как устойчивость и также возможность хорошо разыгрывать эндшпиль благодаря как раз окончанию в Rapid, единственной победе. Он и стал чемпионом мира, и иногда проявлять агрессию, риск именно в тех критических ситуациях, когда все вроде идет плохо. За счет этого он и стал чемпионом мира. Сложно характеризовать день рождения. Человек перегорел, как и Фишер. У Фишера другие были проблемы, у него слишком острые, а тут, наоборот, дошел, и все, дата мотивации исчезла. Ну и текущий чемпион мира, ну, безусловно, помещаем день рождения как последователя Смыслова, Петросяна в данную категорию. Намараджу Гукеш, самый молодой чемпион мира в истории. И здесь, конечно же, мы сразу понимаем, что очень мало партий, просто спидран от 1700 до чемпиона мира. Поэтому тут характеристики могут быть неточными. Но я спросил у нейросети, и нейросеть мне подсказала, что надо обратить внимание на показатель риска и показатель tenacity устойчивость. Эти две характеристики, кого вам больше всего напоминают? Да, мы вернулись в прошлое. У Ласкера действительно эти две характеристики были самыми большими. Поэтому
на данном этапе карьеры Намираджу Гукеш, безусловно, является последователем игры Васкера, и это заметно. В матче против Дилижения он в каждой партии, несмотря на то, что показатели риска у него средние, пытался использовать эти показатели в свою пользу. Безусловно, он играл максимально агрессивно, хотя агрессия у него не на таком высоком уровне. Ну вот за счет того, что показатель устойчивости у него намного выше сейчас, чем у Дилижения, он и стал чемпионом мира. Поэтому удивительно, но на данный момент, это может, безусловно, измениться, Гукеш является универсальным шахматистом. Что удивительно, учитывая то, что он стал чемпионом мира в столь юном возрасте. Ну и маленький бонус. Давайте сравним меня. Я взял последние свои партии, в которые играл классику, и большинство из этих партий были сыграны за границей. В Беларуси, Польше, Чехии, Румынии, Литве. Некоторые из этих стран я посещал несколько раз и выполнил норму международного мастера. Также мне полочка не хватило до следующей нормы, но мне попался в последнем туре гроссмейстер Сенгупта, который провел, наверное, одну из лучших партий для себя в том календарном году. Давайте просто поймем. Универсальный? Нет. У меня явно склонность к позиционной игре. Далее высокий уровень устойчивости и при этом неплохой уровень агрессии, риска и высокая дебютная подготовка. Кого вам напоминает? Ну, насколько я так вижу, это Эйви. Очень похожие характеристики. Поэтому, безусловно, если бы моя карточка была бы здесь, я бы шел в позиционные счетные игроки. Надеюсь, вам понравилось данное видео. А как вы считаете, я правильно воспользовался расшифровкой? Пишите в комментариях, если вам понравятся подобные обзоры. Также пишите. Всех с наступающими праздниками или наступившими, если вы уже смотрите это видео в 2026 и более позднем году. И до новых встреч! Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии под видео. Также можете оформить спонсорство на канал.